Сколько человечности в человеке, для доброго отношения ко всему живому следовало бы придумать совсем другое слово, потому как даже звери иногда оказываются куда надежнее и отзывчивее людей. В хижину одного пожилого мужчины, которая располагалась прямо в тайге, пробрались бандиты, сбежавшие из мест заключения свободы. Они хотели разделаться со стариком, но в итоге им самим пришлось молить его отпустить их. Грабители даже не подозревали, что старик был здесь не один. Снежным вечером пожилой мужчина по имени Степан Романович ехал на снегоходе к своей маленькой хижине, стоящей в глубине тайги. Дорогу замело, видимость была плохой, но домик уже виднелся вдали, чем и подбадривал себя мужчина. Подобравшись ближе, старик вдруг увидел маленького волчонка, тот бегал прямо возле его хижины. Но, заметив человека, малыш бросился в лес. Степан Романович решил, что волчонок, должно быть, отбился от стаи. Зайдя в дом, он подумал, что неплохо было бы накормить этого маленького хищника. Все-таки на улице бушевала метель. Дед положил в сумку консервы, после чего отнес ее к лесу и поставил на снег. Волчонок, дождавшись, пока старик уйдет, бросился к еде. После того, как консервы были съедены, хищник не поспешил уходить. Он как будто просил у старика еще какого-нибудь лакомства. Дед открыл вторую банку и вновь накормил животное. Волчонок больше не боялся, и Степан Романович забрал его в хижину погреться. Старик даже дал волку имя – Вьюн. Волчонок улегся около протопленной печки, а вечером, когда метель стихла, отправился на поиски своей стаи. Теперь, когда Степан Романович приезжал в свой домик, Вьюн всегда приходил к нему в гости. Малыш сумел отыскать свою стаю, но о доброте нового друга не забыл. С каждым днем Вьюн становился все крупнее и сильнее, но так и продолжал навещать старика. А тот, в свою очередь, неизменно впускал его в хижину, давал какое-нибудь угощение и даже рассказывал последние новости. Например, о своем самочувствии или о том, сколько рыбы было сегодня поймано. Волк с удовольствием слушал деда и вилял хвостом. Однажды вечером старик вдруг услышал за дверью, которую никогда не запирал, грубый мужской голос. В ту же секунду в дом вошло несколько мужчин, и пожилой человек сразу понял, что прибыли они сюда из мест лишения свободы. Бандиты сказали старику, чтобы он слушался их, а иначе ему не поздоровится. Один из них бесцеремонно ударил деда, и тот, конечно, кинулся на обидчика. Но чего он мог этим добиться, если его противник был намного крупнее и моложе? Старика начали связывать, но тут в хижину внезапно забежал волчонок. Грозно рыча он вцепился в ногу одного из обидчиков. Бандит отпихнул животное и вытащил оружие. Раздался выстрел. Волчонок заскулил и бросился прочь из хижины. Уголовник хотел было усмехнуться и что-то сказать, но не успел сделать ни того, ни другого. В дверях показалась огромная волчица. Это была мать Вьюна, и она пришла мстить за своего ребенка. Бандит застыл от ужаса и в этот же миг был свержен отчаянным броском. Остальные попытались убежать, но волчица загородила им путь. Старик, выскочив из хижины, бросился к волчонку. Бандиты кричали ему, чтобы он отпустил их, что они никогда его больше не побеспокоят. Но дед словно ничего не слышал. Он понимал, что волчонок умирает от потери крови. Послышался лай собак, приехала полиция и схватила бандитов. Степан Романович еще никогда не испытывал такого горя. Он знал этого волчонка совсем еще крошечным, он спас его от голода и холода, а теперь ему оставалось лишь оплакивать своего верного друга. Волчонок отплатил ему за добро не чем-нибудь, а сразу всей жизнью. Плача, старик вспоминал, как рассказывал волчонку последние новости, а тот внимательно его слушал. Теперь рассказы старика были никому не интересны. Волчица так и не смогла смириться с потерей сына и через несколько дней отправилась вслед за ним. А дед, по одному ему известным причинам, все так же выносил на улицу миску с едой и оставлял ее возле леса, словно надеясь, что тот маленький волчонок однажды появится здесь снова. В лесу ни один зверь не причинил старику боли. Он был вынужден жить с болью, причиненной людьми. Как успокоить душевную рану? И как назвать доброту ко всему живому человечностью, если доброты этой так мало в самом человеке? Дорогие зрители, если вам понравилась эта история, обязательно поставьте палец вверх и поделитесь этим рассказом со своими друзьями.
Если вы впервые на этом канале и еще не подписаны на него, рекомендую подписаться прямо сейчас, чтобы не пропустить очередную захватывающую историю.